you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим первые динамические внутриканальные наушники от компании Fosi Audio стоимостью $99. И приходят эти наушники в небольшой по габаритам коробке с очень приятным минималистичным оформлением, где на лицевой части здесь изображены сами наушники, имеется логотип компании и указано название этой модели, а именно AM4. Ну а здесь сзади уже указаны технические характеристики этих наушников, и за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм, а чувствительность составляет 109 дБ, и они получили сопротивление 21 Ом. И на раскачку эти наушники будут довольно легкие, поэтому даже не слишком мощные источники справляются с ними без каких-либо проблем. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек. Фирменный кейс для хранения наушников. 3 набора силиконовых амбушюр. Инструкции по использованию наушников. Ну и сменные звуководы для наушников. Черные для более сбалансированного и теплого звучания, а золотистые для тех уже, кто предпочитает более энергичное и яркое звучание. Эти наушники довольно небольшие, вес одного наушника составляет 7 грамм, и они доступны к покупке как в серебристой, так и уже в черной расцветке, как в моем случае. Они выполнены полностью из алюминиевого сплава и имеют открытый тип конструкции, о чем нам свидетельствуют их лицевые панели с необычным вырезом в виде буквы F. Ну а здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом имеется первое отверстие для компенсации и указано название этой модели и присутствует маркировка канала, а вот уже на внутренней части находится второе отверстие для компенсации, а длина звуковода у этих наушников составляет 5 мм, и он имеет диаметр 5 мм, и получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр и был защищен металлической сеточкой. Ну а так как компания Fosi Audio заявляет нам, что форма этих наушников была разработана на основе анализа миллионов образцов форм ушей, то я могу вам сказать от себя, что да, они определенно попали в цель, поскольку эти наушники действительно сидят в моих ушах отлично, и абсолютно никаких проблем с посадкой у меня не было, да и звукоизоляция для наушников с таким открытым типом конструкции довольно неплохая, хотя конечно наружу они все же немного играют, но как по мне, это уже мелочь, ведь по большей части вы наверняка их будете слушать только дома и в спокойной привычной обстановке. Ну а приобрести динамические наушники Fosi Audio AM4 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Fosi Audio на AliExpress, либо на их официальном сайте fosiaudio.com, а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников Fosi Audio AM4 при использовании стандартного черного звуковода, и с ним эти наушники имеют усиление низких частот на 6 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины и небольшим ее уплотнением, но основной акцент в области верхней середины здесь четко соответствует цели Harman Target 2019, и я надеюсь, что вы уже в целом и так догадались, что эти наушники по большей части настраивались как раз на Harman Target 2019, но с небольшими изменениями, которые, как по мне, очень даже положительно повлияли на звучание этих наушников. Да и высокие частоты тут в плане продолжительности, как для динамических наушников, очень хороши и лишь плавно затухают уже после 13 кГц. А вот установив уже золотой звуковод, низкие частоты и область нижней середины у этих наушников слегка ослабляется, что придает звучанию здесь больше легкости, но также обратите внимание, что усиливается область верхней середины и высоких частот, что придает этим наушникам, конечно же, слегка другой характер, менее теплый и уже более энергичный и даже слегка яркий, но отмечу, что по-прежнему без утомления, поэтому в целом любители такой уже более задорной, легкой и драйвовой подачи точно будут довольны, и смело я могу вам рекомендовать использовать именно золотистый звуковод. Ну а я уже как фанат такого более
более теплого и сбалансированного звучания, по большей части прослушивал эти наушники именно со стандартным черным звуководом. Ну а теперь давайте обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты Fosi Audio AM4 это прежде всего про глубину, точность и чистоту. И с самого начала слышно, что бас здесь не размазанный, не вялый в своей подаче, а он собранный, уверенный и очень контролируемый. Сабас уходит достаточно глубоко и дает фундамент, но делает это он очень аккуратно и без ощущения какого-то басхедного давления, без расползания и без вот этого неприятного перегруза. И по восприятию он именно ровный, стабильный и аккуратный. И это как раз тот случай, когда глубина есть, но она подается очень взрослым и спокойным почерком. А вот атака здесь, к моему удивлению, довольно быстрая. И это сразу заметно потому, как эти наушники уже отрабатывают ритм, например, в роке и в электронике. И там сразу заметно, что удар у них достаточно четкий, плотный и без каких-либо задержек и без мягкости, которая уже размазывает динамику. И такой характер дает музыке необходимую энергию, но никогда не превращает подачу во что-то резкое или чрезмерное. Просто такой хороший и честный контроль. Ну а мидбас очень панчевый и тоже отрабатывает хорошо. В своей подаче он насыщенный, но не тяжелый и абсолютно никак не закрывает собой середину. Поэтому партии бас-гитары, различных там синтезаторов или низких ударных звучат чисто, прозрачно и без ощущения каши. И здесь прям хорошо чувствуется как текстура, так и структура. И слышно именно начальную форму ноты и ее движение, а не просто какой-то там общий низкочастотный фон. И в итоге низкие частоты здесь это про глубину, плотность, точность и чистоту, а не про попытку удивить вас безумным количеством или излишней массивностью. Своего рода это очень такая взрослая, аккуратная и приятная подача, которую просто приятно слушать долго и без какой-либо усталости. Ну а средние частоты Fosi Audio AM4 это уже про тепло, плотность и очень приятную натуральность подачи. И тут сразу слышно, что середина не сухая, не мониторная, не какая-то там плоская или безжизненная, а наоборот она такая теплая, насыщенная и хорошо оформленная. Инструменты звучат телесно, вокалы раскрываются уверенно и чисто и без искусственной какой-то резкости или попытки вытащить, так скажем, все лишние детали на самый передний план. И при этом мне нравится, что подача середины здесь воспринимается как достаточно живая, поскольку есть нормальное количество энергии и насыщенности, благодаря которой музыка уже ощущается более собранной и цельной. Но при этом середина не давит на вас, не перегружает и не пытается перетянуть все внимание на себя. И благодаря этому вокалы звучат естественно, с правильной плотностью и без утомительной какой-то резкости. И они словно просто подаются всегда чисто, ровно и за счет этого очень легко воспринимаются. Будь то это женский яркий вокал или более такой теплый, бархатистый, мужской. А инструменты передаются в этих наушниках с хорошей прозрачностью и весом. Гитары звучат с таким правильным драйвом и характером, а клавишные и струнные в классике не теряются там где-то на фоне. И в целом у этой середины есть та самая натуральная структура, которая делает ее приятной именно для длительного прослушивания. Диджитализация и аналитика присутствуют, но она, так скажем, не кричащая о себе и не слишком навязчивая, поскольку все словно было просто аккуратно встроено в общую подачу. И в итоге средние частоты здесь это про тепло, насыщенность и комфорт. Они звучат телесно, чисто, натурально и не вызывают усталости даже на длительном прослушивании, а также отлично передают характер вокала и инструментов и создают тот самый комфортный музыкальный фундамент, благодаря которому треки слушаются легко и с удовольствием. А вот высокие частоты Fosi Audio AM4 это уже про аккуратность, баланс и взрослую подачу без резкости и без лишних утомительных акцентов. Из первых минут прослушивания я сразу обратил внимание, что верха здесь не пытаются выделиться любой ценой, поскольку они не яркие, не звонкие и точно не агрессивные. Но при этом я должен отметить, они не темные и не придавленные. Это, знаете, ровно тот случай, когда этот диапазон подан очень грамотно, с хорошей прозрачностью и без попытки прибавить там какого-то сияния искусственным способом за счет как раз таки их усиления, как уже на более ярких моделях. И при этом детальность, как по мне, тут на верхах очень даже хорошая. И все микронюансы слышно уверенно, будь то там легкие движения тарелок, послезвучие или едва заметные детали в воздухе. И все это здесь присутствует, но подается именно спокойно и контролируемо, то есть без какой-то там колкости или сибилянтов. И тут прям реально чувствуется, что высокие частоты
чистые и техничные в своей подаче, но они не выпрыгивают вперед и не перетягивают все внимание с музыки на себя. Но самое главное, я считаю, здесь это то, что верхняя середина и верхний диапазон будто были настроены очень равномерно. Благодаря этому тут нету каких-то там резких вспышек на определенных частотах или странных уже переходов, из-за которых звук уже мог становиться более резким и утомительным. И вот за счет этого тут все воспринимается плавно и сбалансированно. И это как раз тот тип подачи, который позволяет вам просто слушать треки долго и комфортно, не испытывая там усталости даже на громкости выше средней. В общем, друзья, ровно как я люблю. И в итоге высокие частоты здесь это про комфорт, чистоту и взрослый баланс. Они точно не яркие, не резкие и не напыщенные, но достаточно детальные, прозрачные и аккуратные, чтобы дать звуку нужную ясность, техничность, сохраняя при этом мягкость и естественность подачи. Но звуковая сцена Fosi Audio AM4 это про простор, разборчивость и естественность. И при первом прослушивании я сразу услышал, что все инструменты располагаются четко и понятно. Ничего не сливается в кучу, и каждая партия звучит раздельно и читается без усилий. И даже в сложных треках с большим количеством инструментов легко различить, где играет гитара, где синтезатор, а где уже ударные. И при этом композиция всегда остается цельной и гармоничной. Да и глубина сцены выполнена в этих наушниках очень аккуратно. Низы создают вот этот фундамент, середина уверенно держит вокалы и основные партии инструментов, а высокие уже добавляют легкую прозрачность и легкость подачи. И все инструменты ощущаются всегда отдельными, но при этом не выделяются, так скажем, искусственно. Сцена широкая, но при этом ровная и контролируемая, без ощущения какого-то хаоса или перегруженности. К тому же для динамических наушников разделение планов здесь прям отлично. Каждая партия слышна ясно, детали не теряются и все остается музыкальным и легким для вашего восприятия. И абсолютно любую музыку можно слушать в этих наушниках долго, не ощущая там какой-то усталости. И при этом всегда и остается такая возможность вам полностью погружаться в композицию и расслышать все нюансы. И в итоге звуковая сцена Fosi Audio AM4 получилась широкой, естественной и хорошо структурированной. Именно такой, где легко погружаться в музыку и также легко оставаться в комфорте даже на длительных прослушиваниях, поскольку она не пытается удивлять вас чем-то искусственным, а просто честно и аккуратно передает вам пространство, оставляя впечатление цельности и правильного баланса. Но вывод у меня получился такой: Fosi Audio AM4 это действительно цельные, гармоничные, динамические наушники, которые слушаешь с удовольствием от самого начала и до конца. Они не пытаются впечатлить вас какой-то резкостью или чрезмерной аналитикой, а просто дают музыку такой, какой ее хочется слышать, живой, насыщенной и, главное, комфортной. И я определенно думаю, что в этом бюджете они станут отличным выбором для тех, кто любит теплую, увлекающую и музыкальную подачу, в которую просто хочется погружаться снова и снова. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!